То, что начиналось как теплая, ностальгическая встреча, внезапно превратилось в один из самых эмоциональных моментов, когда-либо запечатленных поклонниками по всему миру. Во время сегодняшней встречи BTS 16 февраля 2026 года одна фраза Ким Тэхёна повергла весь фандом в шок. Речь шла не о камбэке, не о новом альбоме. Это было нечто гораздо более личное. В разгар сессии размышлений Тэхён тихо сказал: «Если бы мне пришлось выбрать самый запоминающийся момент моей жизни с BTS, он всегда был связан с Чингуком». С этого момента интернет взорвался. Встреча, начавшаяся как обычно, затем затихла. По словам инсайдерских источников, встреча должна была быть простой и искренней. Участники собрались, чтобы отметить свой долгий совместный путь после завершения военной службы и интенсивной сольной деятельности. Сначала все было легко и радостно. Они смеялись, шутили и даже имитировали старые привычки стажеров. RM провел сессию размышлений. Джин, как обычно, поддразнивал всех, а Чимин, по сообщениям, несколько раз вытирал слезы от ностальгии. Затем все изменилось, когда настала очередь Тэхёна говорить. Момент, когда в комнате воцарилась полная тишина. Очевидцы говорят, что Тэхён не сразу ответил на вопрос о самом незабываемом воспоминании из BTS. Он долго молчал. Его руки были крепко сжаты, а в глазах, казалось, скрывались глубокие эмоции. Затем он тихо сказал: «Есть много прекрасных воспоминаний, но то, что живет глубже всего в моем сердце, всегда связано с одним человеком». В комнате воцарилась тишина. Все ждали, а затем он назвал имя Чингука. Почему только Чингук? Это вызвало глобальную волну предположений. Фанаты повсюду сразу же спрашивали, почему не упомянуты все участники? Почему только одно имя? Почему это было сказано с такими глубокими эмоциями? Менее чем за час связанные ключевые слова стали мировыми трендами. Объяснение Тэхёна, которое еще больше углубило загадку. После упоминания Чингука Тэхён продолжил: «Он не просто Макне. Он тот, кто всегда давал мне почувствовать, что я не одинок, даже когда я сам не понимал своих чувств». Вместо того, чтобы прояснить ситуацию, это заявление породило еще больше вопросов. Фанаты начали анализировать каждое слово. «Не одинок. Не понимал моих чувств. Всегда рядом». Многие истолковали это как глубоко эмоциональные выражения, редко демонстрируемые публично. В сети всплыли старые воспоминания. В течение нескольких минут фанаты начали вспоминать прошлые моменты. Тэхён и Чингук плачут вместе на своем последнем концерте перед перерывом. Чингук ждет за кулисами во время приступа тревоги у Тэхёна. Вирусные откровенные фотографии, где они в машине в прошлом году. Видео с репетиций, на которых они тихо обнимаются. Все эти ролики сегодня снова стали вирусными. Что же на самом деле произошло в комнате после того, как Тэхён произнес имя Чингука? То, что увидела публика в коротком просочившемся в сеть видеоролике, это лишь малая часть того, что на самом деле развернулось на месте проведения встречи. По словам нескольких инсайдеров, атмосфера после того, как Ким Тэхён упомянул Чингука, стала совершенно неожиданной. Она не была громкой. Она не была драматичной. Она была мучительно тихой. И эта тишина, по словам очевидцев, несла в себе больше эмоций, чем любые слова. Точная ситуация перед эмоциональным моментом. Источники сообщают, что всего за несколько минут до выступления Тэхёна участники делились забавными историями из своих первых лет в составе BTS. Джин, как сообщается, шутил о своей крошечной комнате в общежитии. RM смеялся над их хаотичными интервью на английском языке. Чимин вспоминал их первое музыкальное шоу, когда все улыбались. Но когда разговор перешел к самому значимому воспоминанию в BTS, настроение, естественно, стало более серьезным. Один за другим участники отвечали. RM говорил о своем первом стадионном концерте. Шуга упомянул момент, когда они поняли, что их музыка меняет жизни. Чимин говорил о выступлениях, несмотря на травмы. Затем настала очередь Тэхёна,
и все изменилось. Что, по словам очевидцев, происходило секунда за секундой, согласно информации от присутствовавших в комнате сотрудников. 0 часов Тэхён берет микрофон. 0 часов 7 минут он колеблется, глядя в пол. 0 часов 20 минут его голос слегка дрожит. 0 часов 40 минут он упоминает одного человека. 1 час 2 минуты в этот самый момент он произносит имя Чингука. Свидетели говорят, что Чингук полностью замер. Он даже не моргнул. Выражение лица, которого фанаты никогда не видели. Инсайдеры описали реакцию Чингука как необычайно сдержанную. Обычно известный своей собранностью, он, как сообщается, проявил видимые эмоции. Его губы сжались. Глаза заблестели. Он опустил взгляд, словно пытаясь удержаться на ногах. Один из сотрудников рассказал, что ему казалось, будто он точно понял, что имел в виду Тэхён еще до того, как тот объяснил. Моменты, которые фанаты переосмысливают сегодня. После воссоединения фанаты пересматривают бесчисленные прошлые взаимодействия между ними. Моменты, которые когда-то казались незначительными, теперь выглядят очень значимыми. Многие говорят, что воссоединение изменило их интерпретацию этих воспоминаний. Полное заявление Тэхёна без сокращений. Более подробная стенограмма разговора, состоявшегося в комнате, показывает, что Тэхён на самом деле сказал больше, чем показано в публичном видеоролике. Его. Как сообщается, полное заявление включало в себя: бывали моменты, когда я чувствовал себя потерянным. Не из-за работы, а потому что я не знал, кем становлюсь. В те моменты Чингук не задавал вопросов. Он просто оставался рядом. Это тихое присутствие спасло меня больше всего на свете. Свидетели говорят, что его голос дрогнул на последней фразе. Эмоциональная цепная реакция. После того, как Тэхён закончил говорить, Чимин, как сообщается, сразу же вытер слезы. Джин опустил глаза, чтобы скрыть свои эмоции. RM медленно кивнул, словно понимая глубину момента. Шуга, известный тем, что редко проявляет внешние эмоции, как сообщается, тихо сказал: «Вы двое действительно многое пережили вместе». Нерассказанные исторические моменты, которые незаметно создали глубокую связь между Тэхёном и Чингуком. В часы после эмоционального воссоединения фанаты по всему миру начали делать то, что у них всегда получается лучше всего – восстанавливать хронологию не выступлений, не наград, а чего-то гораздо более личного. Они начали прослеживать многолетнюю эмоциональную нить между Ким Тэхёном и Чингуком внутри BTS. И то, что всплыло наружу, нарисовало историю, которая теперь кажется совсем другой после того, что рассказал Тэхён. 2013 год, начало, тихий наставник и застенчивым акне. Когда BTS дебютировали, отношения между Тэхёном и Чингуком не были громкими или очевидными. На самом деле, инсайдеры говорят, что они были почти невидимыми. Чингук был чрезвычайно застенчив, редко разговаривал вне группы. Тэхён, хотя и был игривым на камеру, часто испытывал трудности в личной жизни с адаптацией к интенсивному переходу от стажера к айдолу. По словам первых сотрудников, Тэхён естественным образом стал тем, рядом с кем Чингук чувствовал себя в безопасности. Он никогда не давил на него, чтобы тот говорил. Эта тихая динамика стала основой их связи. В общежитии их роли поменялись местами. Шли годы, и произошло нечто неожиданное. Чингук, когда-то застенчивый младший, постепенно стал более уверенным в себе. Тем временем Тэхён переживал периоды эмоциональной неуверенности во время стремительного взлета BTS к мировой славе. Теперь фанаты считают, что именно это имел в виду Тэхён, когда сказал: «Он оставался рядом со мной, даже когда я сам себя не понимал». Инсайдеры подтвердили, что в определенные стрессовые периоды Чингук часто ждал Тэхёна после окончания гастролей. Он сидел рядом с ним во время длительных перелетов. Он тихо проверял, как у него дела, не привлекая к себе внимания. Ничего из этого тогда не афишировалось. 2017-2019 годы – годы молчаливой поддержки. Многие фанаты сейчас считают этот период самым важным этапом в их отношениях.
Именно тогда BTS столкнулись с беспрецедентным вниманием со стороны всего мира, сильным давлением со стороны СМИ и неустанными гастрольными графиками. В это время многочисленные закулисные видео показывают устойчивую закономерность. Всякий раз, когда Тэхён казался замкнутым, Чингук всегда физически находился рядом, не разговаривая, просто присутствуя. Эксперты в области фан-культуры теперь называют это динамикой молчаливого якоря. Сегодня, после объявления о воссоединении, фанаты переосмысливают эти некогда обыденные образы. Фанаты говорят, что эти некогда непринужденные снимки теперь воспринимаются совершенно иначе, почти как фрагменты скрытой эмоциональной истории. Переломный момент, сложный период, о котором мало кто знал. Инсайдеры индустрии намекают на особенно сложный период в жизни Тэхёна, который никогда не обсуждался публично в подробностях. В это время он, как сообщается, избегал социальных контактов, публичного выражения эмоций и сосредоточился на музыке и выступлениях. Источники утверждают, что роль Чингука в этот период была решающей. Он, как сообщается, оставался в тех же репетиционных залах допоздна, сопровождал Тэхёна во время тихих прогулок после съемок, выступая в роли эмоциональной поддержки. Теперь фанаты считают, что именно об этом скрытом периоде говорил Тэхён. Шок в индустрии. Реакция HYBE и то, что это может означать для будущего BTS, поскольку история эмоционального воссоединения продолжала распространяться по всему миру. Внимание быстро переключилось с реакции фанатов на саму индустрию. Потому что, когда в группе, столь влиятельной во всем мире, происходит такой личный момент, он никогда не остается просто эмоциональным. Он становится стратегическим, культурным, а иногда и историческим. Именно это сейчас и происходит. Первая реакция HYBE последовала через несколько часов после появления в сети видеороликов с воссоединением. Компания HYBE выпустила короткое, но тщательно сформулированное заявление. Компания не стала напрямую комментировать эмоциональное признание Тэхёна. Вместо этого они заявили, сегодняшняя встреча была частной встречей участников, посвященной их долгому совместному пути. Мы просим поклонников уважать личный характер их разговоров. Эксперты индустрии сразу же заметили нечто необычное. HYBE не отрицала подлинность эмоционального момента, а в корпоративных коммуникациях молчание часто говорит громче, чем разъяснение. Почему нейтральный тон HYBE считается значимым? Аналитики индустрии развлечений говорят, что ответ компании указывает на 3 ключевых момента. Момент был подлинным. HYBE обычно быстро исправляет или разъясняет дезинформацию. Их нейтральная позиция подразумевает, что событие действительно произошло. Оно должно было остаться конфиденциальным. Заявление подчеркивает конфиденциальность, намекая на воссоединение. Этот момент никогда не предназначался для публичного просмотра. Они понимают его эмоциональную значимость, не преуменьшая его значение. HYBE косвенно признали его важность. Реакция индустрии. Почему все говорят об этом в поп-индустрии? Инсайдеры говорят, что момент воссоединения активно обсуждается по одной важной причине. Он выявил уровень эмоциональной уязвимости, редко демонстрируемый в ведущих айдол-группах. Один опытный продюсер заявил, что это не было постановочным фан-сервисом. Это была чистая человеческая связь, и именно поэтому это вызвало глобальный резонанс. Может ли это привести к появлению документального фильма? Источники в индустрии теперь считают, что момент воссоединения может ускорить давно обсуждавшиеся планы по созданию документального фильма о BTS после службы в армии. Такой проект потенциально мог бы включать в себя нерассказанные истории из самых трудных лет их жизни, личные размышления о славе и давлении, эмоциональные отношения между участниками. Аналитики говорят, что признание Тэхёна могло бы стать эмоциональным центром такого фильма. Самые громкие предположения, возможный музыкальный проект, пожалуй, самый взрывной слух, циркулирующий сейчас, касается возможности будущего музыкального сотрудничества Тэхёна и Чингука. Инсайдеры индустрии указывают на несколько подсказок. Ожидается, что оба артиста скоро возобновят полноценную музыкальную деятельность. Их вокальные стили уникально дополняют друг друга.
Фанаты давно просили о формальном музыкальном проекте. Теперь, после объявления о воссоединении, предположения резко усилились. Один из инсайдеров заявил, если воссоединение Тэхёна и Чингука состоится, это будет один из самых ожидаемых